Если вы помните, в последней серии мы уезжали сюда, быстренько собирались и уезжали отсюда, вот так как шел дождь. В спешке мы накрывали свою землянку, чтобы ее дождь не размочил и не развалил. Думали, что землянка уже поплывет. Когда мы подошли к берегу, начали швартоваться, я говорю Алексею: смотри, говорю, а вот наша избушка. А там прям на фоне серых деревьев видно наше окно. И теперь нам потребуется какое-то время, чтобы как-то замаскировать нашу землянку. Но сейчас хочу посмотреть, что все-таки случилось. Ну и вот что мы видим. Да, конечно, глина, которую мы ложили, вернее, последнюю не глину ложили, а кладку, которую мы ложили, она не высохла, еще сырая. Конечно, и дождик здесь помог. Баннер, который мы постелили с Алексеем и натягивали сюда, как вы видите, завернуло почему-то, непонятно по какой причине. Здесь собралась вода, вот она. Ого-го. И здесь вода. Нет, здесь нет воды. Но я не знаю, почему так получилось, что баннер завернула в ту сторону. Непонятно. Ну а так, как уже мы поговорили с Алексеем, перекинулись в двух словах, ничего критического нету, в принципе. Ну что, Леш, все целое? Да, все в порядке. Я думал, будет хуже. Алексей тоже думал, что будет хуже, но оказалось гораздо лучше, чем мы думали. Но это камыш, который мы не убрали с Алексеем. Уехали. Хотя он, ты знаешь, нормально, его сейчас положить, он высохнет, ничего ему не будет. Так мы накрыли боковые стены, как вы видите, баннером. Все, сейчас разгружаемся и будем приступать к работе. Сегодня нам предстоит заняться крышей. Это основное. Вот видите, сколько камыша с этой стороны. Тут просто его тьма. Вот. Ну и я взял триммер настоящий бензиновый. Будем косить им. Так, ну и сегодня я вам хочу коротко рассказать, чем мы будем сегодня заниматься. Значит, первая задача — это нам вот эти вот пролеты, вот они не затянуты, здесь нет ничего. Вот только один пролет затянут, будем говорить, лежит здесь камыш. И камыш уже, он практически высох. Значит, что мы сделаем? Естественно, я взял косу, как уже вам сказал, вот, бензиновый триммер. И, значит, им будем косить камыш. И камыш сразу будем укладывать на крышу. То есть снимем линолеум и сюда уложим камыш. Я, конечно, был противник этого, не хотел так делать. Я хотел сначала здесь застелить, постелить здесь какую-то ткань там, или типа гидробарьер, или еще что-то. Но дело в том, что время уже прошло рассуждений и нужно что-то делать. Поэтому если мы здесь постелим сейчас или какой-то тен, или гидробарьер, и на него начнем ложить камыш, а сверху накроем линолеумом, то, естественно, камыш то сырой, он не высохший, он может преть. То есть не высохший камыш начнет преть, начнет там заводиться всякие букашки, таракашки и все на свете. Поэтому ему нужно быть, камышу нужно просохнуть. Поэтому что нужно? Это прямо на этот орешник, тут мы еще дошьем, где сильно большие промежутки, будем ложить камыш, чтобы он прям здесь свисал, точно так же, как и здесь. И он здесь будет вентилироваться и будет потихоньку сохнуть. Сверху будет и накрыт будет сверху линолеумом, вот, и будет просыхать. Но сейчас, значит, наша задача какая? Я, наверное, сейчас настрою триммер свой, заведу его, начну косить. Ну, естественно, задача у нас еще заложить вот эту вот угол, проем, который не заложенный.
Ну и, конечно, вот здесь вот и установить вот это. И установить вот это вот второе окно сюда. Ну, это задача у нас на 2 дня. Работы очень много, как вы видите. Что мы сделаем? Ну, в общем, будем стараться сделать побольше. Да, и еще многие зрители даже писали мне: вы что, мол, не видели, у вас мол, глаза кривые, что вы не видите, что мы установили окно неправильно. Нет, друзья, окна установлены правильно по уровню, я уже писал. Вот смотрите, если мы смотрим отсюда, то действительно складывается такое впечатление, что окна стоят, значит, особенно вот это, которое установленное пластиковое сзади окно, стоит не по уровню. Но оно стоит ровно, стоит по уровню, это такое обманчивое впечатление. Вот я вам скажу, посмотрю даже, смотрите, вот створки обоих окон, вот одно окно и второе, они стоят параллельно, то есть боковая створка того окна и это, они стоят параллельно, потому что они оба установлены по уровню. Если посмотреть с той стороны, с обратной стороны, то сразу видно, что окно установлено правильно. Здесь это естественно окно, видно, что оно стоит правильно. Вот. Ну и это окно то же самое. Смотрите, если я разворачиваюсь и смотрю его вот отсюда, то, как вы видите, она стоит ровно, окно. Так что не переживайте, все хорошо у нас. Так что мы приступаем и готовимся к работе. Ну, а это, я так думаю, баннер завернул, все-таки, наверное, был ветер очень сильный с той стороны, когда, наверное, был дождь и был ветер. И все-таки я смотрю, что, видите, песок сверху и окна забрызганы. Это говорит о том, что все-таки сюда капало. И вот даже, смотрите, вымыло. Но домик стоит, недостроенный, но стоит. Поэтому наша задача его сегодня довести до ума, хоть чуть-чуть. Быстренько перекусить. Встали мы сегодня рано. Ну, я, в частности, встал в 5 часов, так как темно было еще, начал собираться. Мне во дворе 2 собаки, которых нужно покормить, 2 кошки, которые нужно покормить. Вот. Поэтому не так-то просто с дома выехать, все оставить. Леш, иди, мы перекусим быстренько, позавтракаем, хоть что-то в рот бросить. И начнем работать, потому что день короткий. Ты идешь? Да, да я чайку попил. Ну, смотри. Есть пока неохота. А то ты меня заразил, видишь, я тоже это самое, хищником становлюсь. Хлебом с овощами. Ну так, не та диета. как не то? Ну просто Да. мясо и все. А так я ж не говорю тебе, что я на диете. Я говорю, что мясо бери, кушай. Завтрака. Я вот сейчас раз кусочек. Угу. Бери. Не хочу. Я с утра что-то уже отвык. Не знаю, какой лучше поставить диск. Вот этот попробую поставить, чтобы меньше ударов было на редуктор. Есть. Все, бросаем. Неужели завелась? Так, ну что, попробуем. Сейчас надо усовершенствовать ее, снять
кожух вот этот вот, потому что кожух цепляется за концы и не поведу. Сейчас вот этот кожух зеленый я сниму. Первая партия пошла камыша. Не успел, друзья, я завести, и уже стартер навернулся. Хотя он новый, только навернулся стартер. Вот новый, только купил, 135 гривен. И вот шнур, раз, все, это кошмар. Ну, буду пилить, покуда не остановится, а там посмотрим. Вот, не успели начать работать, уже поломка. Хотя купил я его новый, только установил. Самый дорогой выбрал. И вот вам результат. А него, а ну что это? Вот, друзья, сама влетела. Это надо. Я в шоке. Он сам по себе работает. Это я такого еще не видел. Да. Лёш, что я думаю? А если мы, смотри, как сделаем. Если мы, веревка у нас есть, Ну, найдем. вот смотри, подходим до камыша, берем вот так вот, ну, давку, вот так вот, например, метр на метр квадрат, только хлоп, веревку провели, хлоп его и стянули. И я беру вот так вот, подхожу, его и срезал. Раз за веревку, хлоп, и мы сноп вытянули. Попробовать так. Потому что так мы его вершки вот эти вот, а мы стянем, я корешки подрубил и вытянули его полностью. Ну что ты хочешь рассказать? Да, сначала было сложно выпутывать их отсюда. Все разные, какие-то маленькие, какие-то большие. Где-то листья вперед, где-то листья назад. В общем, надо вот так вот в руку сколько вмещается. Краешки берешь, вытягиваешь и уже складывать все ровными. И такими пучочками потом закидывать. Правильно, за что ж я тебе говорю. И я ж точно так же решил и косить. Будет, я думаю, будет удобнее вдвоем и будет быстрее. То есть мы веревкой обтянули кусок, стянули его, раз, подрезали корни, и уже он, и тут не надо его перебирать, и там он будет уже уложенный. Попробовать надо так. Давай попробуем. Так что, сразу идем или это Да. переберем? Ну давай это переберем, потом это самое. Давай быстренько сейчас вдвоем, потому что ну очень все это долго. И косить одному неудобно. Казалось бы, что там косить, быстренько раз-раз и все. План действий. Как мы спать будем, ты как ты говорил, внутри будем ставить или здесь? Фу, да ну не, И смотри, в любом случае нужно Лёш, камыш под жопу постелить. ну да, камыш надо. Поэтому может быть... У меня у нас есть надруновый матрас, я его заклеил. Да. Он держится, да, нормально. Ну, смотри, ну можем здесь и поставить на этих же камышах. Да Они ну, он сырой.
Он сырой, на сыром спать ты чё? Завтра в спине твоей придет кранты. Сырая. А, ты имеешь в виду матрас сюда постелить Да. сверху? А, ну можно так, да. Земля сырая. Можно здесь, конечно. Можно. А завтра, я к чему говорю все это? Что вот можно, да, там накосить, перебрать его, а завтра раскрутить, закидать. А сегодня заниматься, ну, вот заготовкой, как заготовим там много. Ну, сейчас нам лучше всего сразу, вот раз мы уже занялись Ну заготовкой, да, сейчас да. сразу уже заготовить сколько можно. Пошли попробуем. В таком случае может это открыть и закидывать, чтобы понимать, сколько нам его надо. Да мы еще, ничего у Ну, нас даже еще на нету. один пролет. Конечно, еще на один пролет нет. Давай сейчас мы соберем сколько есть, а тогда уже будем Ну, вот накидывать. это все, наверное, на один На пролет. один пролет, может быть, если хватит только. Кроме этого, нам еще нужно орешника понаходить, палок сухих, чтобы их прикрутить. Там промежутки большие, мы ж там не везде ж прокручено орешником. Ну или и орешник, или какие-то другие сухие ветки. Ну давай с краю, наверное, вот этот вот, а я не знаю как. Сейчас вот я заношу сюда. Пусть там будет. А ну на. Забирай. Вот так вот подтягиваю его ниже. Стоп, вот так вот. Вот так вот. Ну, вот так вот просто подтягиваю, чтобы он на тебя ложился. Не на меня, а на тебя. А я сейчас попробую косить. Так, ну что, пробуем. Ну что оно получилось? Ну, не знаю, что-то получилось. Ну, в принципе, смотри, складывать его не надо, да? Ну да, вроде как ровнее он получился. Ну, хотя вот 2 минуты уже, а так мы будем на это тратить гораздо больше времени. Вот это заготовка камыша. Но я тебе хочу сказать, что это получше. Так, новый метод работает, но тоже не просто так, да? Все не так просто. Ну, давай сюда, под низ. Опа. Так, ну, увязу я так возьму. Возьму петлю, сделаю здесь на петлю. Надо связывать. Вот так получше. Ой. Так хорошо. Он не разлазится. Вот веревкой хоть он не разваливается, удобно его нести. А так он и несешь, он никак не сделаем сюда лестничку или мостик, чтобы заходить хорошо. Опа! Отлично получилось.
Сейчас мы вам покажем уже нашу последнюю технологию отработанную. Как мы все это делаем. Алексей заходит туда. Протягивает. Дальше глубже, глубже. Было бы Карлоса вместо меня, допустим. Карлоса? Нет, Карлос непослушное животное. Так, все, Леш, хватит, наверное. Чтобы не сильно много было. И выходит сюда. И вот это... О! Конечно, Карлосом было бы лучше. А если бы еще одного Карлоса, чтобы он бы все это косил, то было бы вообще прекрасно. Так, сейчас завожу. Подожди. Сейчас я... Сюда давай. Сейчас я сначала вот это подкошу, чтобы оно не тянуло спереди. Можно сразу две. Дотянешь, не? Навряд ли. Навряд ли. Поломаются они Да. по одной. Ну, давай по одной. Говорит, не видно ему ничего. Да. Тяжеловатая. А я еще говорил, хотел сказать, а я еще Алексею сказал, давай две сразу. Опа. Фух, есть. А это не баня, это этот самый, да? Линолеум. Опа. Не знаю, куда его лучше
Не маловато будет, если его вдоль. Ну, если вот сюда имеется в виду его. Может быть его такой, как есть, не резать, а подсунуть вот сюда. Его как раз хватит. В смысле, не понял я, куда? А ну, давай посмотрим, куда ты хочешь. Ну, вот тут видишь, у нас кусок не Вот этого куска нету, да? угла нету. И ты хочешь туда его полностью... Да, в длину не в разрезая, длину. можно его туда запулить. Ну, давай так, наверное, сделаем, Он конечно. почти дойдет, почти до конца там, но Есть. здесь уже можно будет закрепить по размеру, наверное, отрезать. Так, Ну, чтоб оно не посмотрим. висело вот так. Ты сказал? Ну, я, значит, не понял. Значит, не дошло до меня. Так, давай. Опа. Ой, бляха, муха, тут уже и палок, и... Надо теперь... А то что, мыша? Да не, это листва. Вот то вон. Ну, давай. Короче, ладно, ничего страшного. Скручивай. Я давай держу, ты оттуда заходи, скручивай его. Там уже достанешь с той стороны? Нет. Опа. Вот там вот, наверное, вытяни, Лёш. Слей воду аккуратненько, там вода. Опа. Так, ну что, теперь сюда его потихоньку, аккуратно снимаем. Опа. Мы же его не прикрутили. Это надо. Чуть кому-то по голове не стукнуло. По голове не стукнуло, так по рукам, по ногам стукнуло. Мне не досталось. Друзья, так не делайте никогда, как делаем мы. Да, мы эти, как это, профессионалы. Да, мы профессионалы, нам можно, а вам нет. Есть. Сюда ближе, конец, ну, лопнет. А дальше вот так вот. Вот так. И сюда.
Все. Пододвигать больше не будем, пусть так свисает. И он надо точно так же затягивать, Леш, это самое, брать веревка и вот так вот веревку кинуть и вот так подтягивать до того места, где, ну, до куда нужно подтянуть. Тогда вес сразу пучок будешь тянуть, связанный. Давай вдвоем попробуй с той стороны приподнять его чуть-чуть. Ну, давай. Вот так вот. О. Ну, давай подтянем вот туда. Просто не, его на всю длину не хватит по-любому, Леш. Ну ладно, если там он метр еще висит. Ну давай попробуем. Давай. Тянем. Еще сверху положим слой, да? Ну да. Да. Надо, наверное, меньшими порциями брать, да, чтобы проще. Да ничего, нормально все. Чего? Сейчас еще сюда один куст ложим вот так вот с такой плотностью. Сюда заложим. Веревку отвязывай, чтобы она не мешалась. Подожди. А я сзади подхвачу. Это все в этот же ряд ложим, в тот же самый. Передвинем потом. Что ты сюда вытягивай? Что ты сюда тянешь? Будешь Что сюда? Сразу хочешь переложить туда? Как? Не, ну протягиваем сначала сюда. Ну те ж надо через эти протянуть. А там перекладем. Что? Давай, тянем. Потянем. Теперь туда и перекладывай. Ну как оно будет? Ой, это будет как сказки. Сразу мы не начали делать так, как положено. Надо было сразу веревкой. Как мы начали потом обрезать в дальнейшем. А теперь вот мы нарубали его, просто так насобирали. Концы неровно. Теперь надо послаживать, чтобы кончики были ровно. Камыша.
здесь были. Вот так вот. Теперь эти послажу, что осталось. И сейчас я подрубаю кончики чуть-чуть, чтобы были одинаковые. Ну да, надо будет сюда накинуть. Пока мы не закрепим бревно, мы не сможем перемычки набить. Давай делать то, что мы начали делать, потом уже будем краем заниматься. Что-то жарко, аж голова мокрая. И скидать не хочется. Все, бери или давай я беру. Бери зад. Так просто. Так. Все. Так, что, давай. Я приподниму, а ты ложи. Ага. Все. Все, теперь крутим. Вот так вот построишь не один домик с камыша, научишься всему, как лучше его резать, и как лучше его тягать, как лучше его укладывать. Да. Еще как вариант постройки. Просто из камыша дранка, глина. Ну да. Где-то позаломался камыш. Ну ничего, я думаю, страшного нету. Ты как на рыбалке. Не, если бы можно было по крыше ходить, я думаю, то тогда бы мы хотя бы расправляли на крыше ее, а так сильно по крыше не походишь. Так, ну что, здесь крепим, да? Еще один здесь крутите. Все. Есть. Все, теперь хорошо держится. Я не залезу на стол.
Ты туда ее дальше не протянешь? Все равно ж надо посмотреть хоть, что там творится на той крыше. Ой. Лёш, а ну чурку принеси мне, чтоб я на чурку стал, на какую-то, и по чурке уже тогда залез. Ложи. Не, вот сюда, пониже. Не, ну ты на край поставил, на стола. Вот сюда, вот чуть-чуть. Так. Я тебе хочу сказать, что видно здесь все прекрасно. И можно вот так вот утоптать его хорошо. Так, сейчас я его утрамбую здесь хорошенько. Ты знаешь, что я тебе хочу сказать? Если бы сюда еще наложить столько же камыша, только надо делать теперь наоборот. Надо делать так, чтобы вот те вот начало было вот здесь, а концы были там. И тогда было бы классно. А так получается, что здесь такое лысенькое место, а здесь такое густое. Ну ничего, я думаю, пойдет. Я тут как на лыжах. Раз. О. Ты знаешь, я тебе хочу сказать, что неплохо, в принципе. Хорошо все. Так. Вот это вот, конечно, первый. Вот сюда на первый нужно еще камыша. Вот на этот первый пролет нужно еще камыша. Этот пролет на улице. Он на улице, да? Ну, тогда более-менее все нормально. Так, осталось теперь как-нибудь слезть отсюда. Так. Ну, когда-то мы прыгали с парашютом, но я сейчас не собираюсь прыгать. Парашюта нету, да. А? А как я спрыгну? Так спрыгну? Не, текай, я сам так спрыгну. Так. Не надо. Не надо, я сам боюсь. Опа! Опа! Есть. Короче, сейчас мы этот кусок маленький ложим сюда и раскатываем его, да? А сверху уже будем ложить большой кусок. Так, нам же надо раскатать с учетом того, что... Подожди, нам же... Ага, вот так вот, да. Раз вот этот конец дальний толкай, раскручивай, Леш. Который на крыше. Так, закидывай. Дальше на меня. На меня надо. Еще. Еще сантиметра 3. О, так, да. Хорош. Так, ну давай туда дальше его чуть-чуть.
Здесь? Ну, тут же тоже надо. Это немного. Тебе много. Чуть-чуть потяни. Давай, наверное, его раскрутим мы, а потом будет много-немного. Раскручивай его, я держу здесь, потому что я там не помогу. Все, развернул там полностью. Есть. Рукой будем снутри поправлять. Сейчас заведем сюда край, давай. Ну все, тогда пришиваем его здесь. Есть. Ух ты, аж с резком. И сюда сейчас один, да? Зато смотри, как мы окна хорошо замаскировали. Окно уже, окно отсюда не видно. Можно его чуть-чуть вот так натянуть. Вот так вот хорошенько. Этот кусок не натянешь, то что он не пришитый ни к чему. Поэтому только вот этот мы можем хорошо натянуть. Сейчас покажу вам, как там, что там на крыше. Как оно все выглядит. Опа! Тут уже листвы. Видите, сколько на крыше. Кое-где нужно будет заделывать. Вот эти вот концы, которые выглядают, их нужно потом или секатором, или чем-то острым обрезать так вот под самые бревнышки. Попробовал я пилой, но пила, она тихоходная такая. Не получается ей. Прибиваешь. Опа. Ну, живлю пока. Готово? Да. Опа, отлично. Итак, друзья, нам нужна срочно ваша подсказка. Мы с Алексеем чуть не подрались сейчас. Я ему говорю, не надо обрезать. Он говорит, надо обрезать линолеум. Я говорю, не надо, Леш. Он говорит, нет, надо. Так, говорит, будет красивее. Конечно, его вообще не должно быть видно. Все должно быть камыши. И вообще, в идеале, следующим летом это все, вот единственное, это то, что можно оставить так, потому что следующим летом его надо снять, увезти домой, утилизировать, а сделать крышу уже двухскатную с высоким, ну, с хорошим уклоном. И Да, сделать такую чисто из камыша. косую такую. Да, чтобы камыш уже держал и влагу в том числе. А как же сруб? Сруб, как устроен. Так, ладно, давай. Тут что? Давай, давай. Что-то ты куда-то не туда. Вот так. Такое бревно вот так вот. Так, вот это вот тут чуть-чуть у нас как-то получилось некрасиво. Вырезали дырку, да не туда. Это вырезано еще в землянке. Алексей в землянке вырезал.
там бревнышко лежало, и он под бревнышко вырезал эту дырку. Вы не подумайте, а кто-то подумает, скажет, под унитаз вырезали. Не-не-не-не-не-не. Под унитаз мы здесь ничего не вырезали. У нас же тут унитаза нет, друзья. Пока. Пока. Ты сказал пока, и я подумал, завтра мы приедем, какой-то подписчик приезжает и унитаз привозит. Вот это будет кино. Скажет, я вам привез унитаз, теперь берите и делайте, что хотите. Так, а тут нету досочки или так? Есть? Да, там что-то есть. Да, один пока. Тут не надо. Да, тут не надо, она ж там у нас не держится. Все. Так, крепим эту перемычечку. Перемычечку крепим, наверное, по краю. Наоборот, давай перевернем. Так вот. Гвоздями саморезом. Гвоздями, наверное. Не разобьем мы стекло. Ну, давай саморезами. Тут, в принципе, можно длинными саморезами. Есть. Так, что такое? Есть. Есть. Все. Вот так типа короба будет, чтобы мы могли с наружной стороны или здесь, может быть, вторую раму поставить. Ну, в общем, посмотрим, как получится. Опа. Вот так вот, друзья, все это будет выглядеть. Давай, подбивай ее. И сейчас сверху мы ее расклиним. И Так все. надо. Вот так вот, да. Смотри, чтобы они на одном уровне были окна, Леш. Мне отсюда сложно. Ну как, то окно с этим окном. Я бы еще не столкнул, но... Ну толкни, толкни. О. Во. Там глина. О, все. Да не надо его сильно толкать. Вот так вот, вот. Все нормально, вот так вот. Чтоб не было потом претензий, что криво. Ну пока криво. Но сейчас будет ровно. Ну так и есть. Или низ сюда, или вверх. Да, низ. Давай чуть-чуть на себя. Давай я с той стороны подобью рукой. Так, давай. Теперь тут. Хорошо. Здесь хорошо. Эта сторона. А здесь и все получше. Хорошо? 5 миллиметров на меня. Так, теперь низ туда, вверх на меня надо. А ну стоп. Все. Вот так.
Предварительно сверлим, потом еще раз проверим и крепим. Да, если заложить тот аппендицит, уже будет тепло, как говорится. Такой уже ближе к законченному виду. Ну да, это уже что. Такое отверстие непонятное. Так, ну что, посидим 5 минут, отдохнем, чайку попьем и, наверное, продолжим, да, Леш? Да, конечно. Ну вот, видите, как мы, в принципе, и не пытались замаскировать, а получилось так, что мы даже то окна замаскировали камышом. И сахар. Ну да, прянички это вредно. Но мне полезно. Тебе вредно, это уж точно. Поэтому я это и жалею. Если бы я взял пряники, то я бы тебе не дал бы. Ел бы сам. А так что? А теперь Хорошо, что ты их не взял. это плохо. Друзья, вот такого напарника нужно искать. То он мясо не ест, то он пряники не ест. Ну, не друг, находка просто. Да, выгодно. Шутка, конечно. Сейчас пойду за глиной, за ракушкой. Думаю, вообще не видно будет нашего строения за маскировкой. Да, да. И, кстати, камыш, он же ж высыхает, и он становится желтым, под листву будет. Так что камыш хамелеон. То есть с Евродома мы делаем дом-хамелеон. Видишь? Но это так и есть. Вот смотрите, сейчас камыш пока еще зеленый, а потом он подсохнет, станет желтеньким, а потом беленьким высохнет. Так. И что мы сделали? Так, если подумать, то и ничего толком. Крышу подрихтовали. Но это тоже немало. А ну-ка, пошли по бережку ближе. И главное, тучка уходит, и как меняется все. Да, в такой водичке руки мыть. Камушки, все видно, ракушка. Насеял я песка, наверное, ведер 6 там должно быть. Вот и все-таки думаю, что нужно принести воды и глину залить водой. А сверху уже засыпать сухим песком. Потому как завтра мы намучаемся с глиной, чтобы она растаяла. А так она все-таки за ночь наберется водички. И завтра можно будет спокойно ее перемешать. Ну да, сюда можно ведра 3. Я сегодня могу как Челентано вино. Не надо топтать, Лёш. Зачем? Она будет хуже пропитываться. Сейчас я сюда принесу баклажки 3-4 воды. Я думаю, зальем и сверху песком засыпем.
А ну подожди чуть-чуть. Лопатку кинешь, я тебя сниму. Ты из-под крана воду брал? Да, видишь, вода какая чистая. Сегодня практически, можно сказать, штиль на воде. Ну и еще одно ведерочко уже. И те края можно застелить. Это. Ну подожди-ка сейчас. И вот это вот тоже сюда. Вовнутрь. Раз вот так вот. А ну подожди, вот так вот. Ну, а нет, не лучше, нет? Вот так вот. Чуть-чуть уклон подровняю. Седовал. Ну да. Да, кстати, многие, может быть, скажут, что мол, Юра все время в перчатках, в рукавицах. Так я вам скажу, это профессионально. Я уже говорил, что очень много лет проработал в шахте, и там без перчаток рабочие, вернее рукавицы, без рабочих рукавиц там делать нечего. То есть руки угробишь за одну смену и все, останешься без рук. Поэтому там, в принципе, все работают только в рукавицах рабочих. Такие брезентовые, толстые. Вот. Руки не набиваешь у них, удобно работать. Да, и еще, кстати, что я хотел сказать. Я уже, правда, это сказал, что сегодня мы распалим настоящий пионерский костер. А почему настоящий пионерский костер? Ну, я не знаю. Может быть, кто-то из вас догадывается. Ну, например, сколько я себя помню, пионерский костер у нас был такой. Забираем мы дров, насобираем целую кучу. Но как же его разжечь? А разжечь его никак. И мы брали литра или 2 литра, ну где-то с литра или пол-литра бензина или солярки, наливали на этот костер. Ну не мы, конечно, а наши руководители. И зажигали. И он как полахивал, такой огромный. Вот. Поэтому и назвали пионерский костер. Он был здоровенный. Ну потом, конечно, еще дрова начинали гореть, и просто был огромнейший. То есть сейчас мы точно так же, чтобы не мучиться, нальем сюда малеха бензинчика, капнем и распалим, будет пионерский костер. Опа, и пионерский костер. А вы говорили, что будем долго разжигать. Мясо будет пахнуть бензином. Да, как ни странно, я скажу, сегодня погода теплая, вообще вечер очень теплый. Так, ну что, палатка уже, можно сказать, стоит. Осталось накачать нас этот матрас, Леш. Так, ну что, приступаем. Будем разогревать сковородку. Как вы видите, друзья, взял я с дома сковородочку чуть-чуть побольше, чем у нас была. Ну, так как на той сковородке, что было, там, в принципе, ничего нельзя было
готовить. Ну и самый момент такой, друзья. Выкладываю мясо на... Опа. Ох, аж плавает. Сковородка еще не разогрелась. Что-то я думал, что уже будет горячая. И уже начала шипеть. Третий кусочек сюда влезет. Это разное. Это обычное мясо, задняя часть. А это уже шейная часть. Должна быть хорошая. Да отойди ты, Карлос. Ну что ты под руками путаешься? Опа. Опа. Эх, уже по-взрослому. Заскочала. Все. Алексей уже матрас накачал. То есть уже... Он шипит, это так надо? В порядке? Ты мне не пугай, шипит. Быть такого не могет. Ясно, что я хочу сказать? Не могет. Со шланга шипел, но я там покрутил, поправил, вроде перестал. О, видишь? Я ж тебе говорил, что он не может шипеть. Леша, мне тарелочка надо, куда убрать все это. Где у нас тарелочка хоть одна есть? А у нас? Ну сделай, пожалуйста. Или фольга есть? Ну что, будет тепло спать? Думаю, конечно, будет. А ты смотри, уже пар со рта пошел. Вот так, друзья, проходит наш выходной день. Сегодня, как вы знаете, у нас, по-моему, суббота. Ой, какой запах. Обалдеть. Так, можно прямо в капусту, а можно на эту, как хочешь. Вот смотри, ложу одну в капусту, две ложу. Смотри, чтобы только не упустил. Одну и вторую. Вот, все. Я еще две дожариваю. Это неси на стол. Теперь оттуда отходить нельзя. А что? Ну, Карлос своим носом. Ты ему скажи, что нельзя. Ну, Да? же человеческий язык понимает. Понимает. Ну и все. Он же может не послушать просто. Ты мне извини. До магазина ехать далеко. Наверное, в принципе и все. Протыкаю, сукровицы нету. То мы его пережарим, будет сильно сухое. Опа, один кусочек. Опа, второй кусочек. И гомилку. Опа, сюда. Все. Ой, да будет свет, сказал электрик. Перерезал провода. Так, все. Идем. Аппаратура при нем. Подождите-ка. Опа. Вот так вот. Как вам? Так, опа. Ну что, приступим, сэр. Держи. Кусок мяса. Держи, Юра. Кусок мяса. Тут будет суховато мясо. Это вот. Это у тебя капуста? Да. Друзья, и вам тоже
Приятного аппетита. Мгм. С вечерей вас. Кстати, недавно, вчера смотрел я передачу по Discovery. И там знаменитая одна передача, в общем, машины герой покупает там, ремонтируют они их и перепродают потом. Ну, зарабатывают там 1000-2000, ну и показывают. И он за свою жизнь продал, он говорит, несколько десятков тысяч машин. Ну, суть совсем не в этом. Взял он с собой в одну командировку свою дочь, и вместе с дочерью поехал. И говорит ей, будешь меня снимать? Она говорит, ну хорошо. И вот зашли они в кафе, заказали там завтрак, обед или ужин, я не знаю, ну что-то кушать заказали. Ага. И они сидят, кушают. А он говорит, дочь, ну как-то, говорит, неудобно, говорит, ты снимаешь, говорит, когда мы кушаем, это неприлично. Он говорит, папа, о чем ты говоришь? Сейчас мода, когда люди едят, ты знаешь, как их любят смотреть? Когда они кушают. И я же удивился. Действительно, оказывается, видишь, может быть и так, я не знаю. Ну, давай проверим. Да. Весь ужин снимал. Наверное, на этом мы и прервемся. А то, может быть, кому-то и приятно смотреть, а кому-то, наверное, не совсем. Так что, друзья, уж извините, встретимся после ужина. Ну все, постель готова, постелена. Ну все, друзья, я готов ко сну. Будем говорить так. За сегодняшний день мы практически выполнили всю свою работу, что намечали. Установили окно, вот, сделали более-менее крышу, перекрыли, постелили камыш, вы все это видели. Вот. Ну и к самому вечеру мы добрались до своего ужина. Ну и, конечно же, установили палатку, постелил я постель. Ну и теперь сейчас буду ложиться, отдыхать и отвечать на ваши комментарии. Все, друзья. Спокойной ночи всем. До завтра. Пока. Завтра встретимся.